Алексей меряет себе давление. Уже сегодня 5-й день. Еще наш друг сказал в субботу-воскресенье тоже, чтобы он померил. А в понедельник к доктору пойдут. Вот. А я сама себе доктор. Шипучка у меня здесь шипит. Это витамин С принимаю. Ну, я уже себя хорошо чувствую. Те злыдни, которые пророчили мне ковид, вы ошиблись к нашему счастью, да? Я себя отлично чувствую. Как это самое. Политологи после присоединения Крыма все переделались в этих вирусологов. Ага. Вот. Активно. Давай. Выпьем за любовь. На-на-на-на-на, на-на-на-на. Как там пелось? Пара. Тролололололололо. Трололололо. Нет, чуть 3 штуки не кинул. Держи себя в руках. Сейчас бы какой был витаминизированный. Теперь у Алексея зашкварчало. Фанта. У Алексея апельсины, витамины, а у меня лемон. Ой, Михаил Алексеевич зубы почистил? Иди спать. Нет, нельзя. По кочану. Давай. Готов? Нет, еще кипит. Почему у папы оранжевая? Потому что у него апельсин. Просроченный. А у мамы обычная вода. Потому что у мамы лимон. Дыдыщ. За здоровье. За здоровье. Будьте здоровы. Яхши. Нормально так пошла у меня, у тебя? Нормально. Класс. Все, спокойной ночи, Михаил Алексеевич. Посмотрите на этих двух притворюх. Встаем, ребятушки. Всем доброе утро, друзья. Олег один только у нас. Трудяшка. Доброе утро. Одни лентяи дома. Доброе утро, Олег. Алексей с Мишей не встают до сих пор. Всем доброе утро. У нас с утра что-то так жарко. Надо окна открыть, что ли. Мы ночью замерзаем, все закрываем плотненько. А утром надо открывать. Там в бассейне уже купается народ. Бассейн работает предпоследний денечек. Сегодня на момент съемки суббота. Вот. Кто-то купается. Всем желаем такого же отличного, хорошего, солнечного дня и отличного настроения. У нас похолодало, я уже не купаюсь, не знаю, наверное, неделю. Но ребята молодцы. Регулярно ходят и закаляют свои организмы. А я вот сижу на этом, я уже вам показывала, да? На флубине с омнитусом. Витамин С пью, пока российский. Вот, такие у нас дела. Сейчас позавтракаем. Я посмотрю, какой рецепт мне сегодня снять. Мне сегодня последний надо рецепт на этой неделе снять. А ребята еще пойдут у нас на тренировку сегодня. Такие у нас дела. Полностью. А у нас завтрак. Всем приятного аппетита. Приятного. Кто с нами ест. Хлебушек у меня. Вот, смотрите, моя ладошка и хлебушек мой. Я могу своей ладошкой взять твой хлебушек. Намажь до Зачем? конца, и я возьму его. Спасибо, не надо. Пожалуйста. Я знала, что надо мазать не до конца. Я тоже могу хлебушек взять. Приятного аппетита, кушайте. Приятно. Спасибо. Алексей и Миша. Давайте. Мама бьет меня ногой, я тебя рукой толкаю. Давайте.
Давай. Может, вам в ТикТоке снимать? А? Что нам жалко? Давайте. Вот такие у нас тиктокеры, будущие звезды. Здесь у нас стройка вовсю, домик какой здесь стоял из последних сил. Развалили и выкопали большие ямы. Так что вот к этим 2-3 новостройкам скоро добавится еще одна. Пока что еще в стадии вот такой, в стадии ямы. Едем на тренировку. Дети, маршрутки мало народу, буквально вот 2 пассажира спереди и все, и водитель. И они прям в маршрутке переодели штаны свои спортивные, которые Мишины на бегу мы сейчас подшивали. Я подворачивал, мама подшивала, пока я душ приняла. И они сейчас придут уже сразу в бой, да? Кепку снять не забудь только, Миш, хорошо? Потом, когда придешь. Просто в рюкзак, на рюкзак бросить, да и все. Так что мы сейчас... Водичку взяли, да, себе? Водичку взяли. Хорошо. Мы с собой рюкзак возьмем в зал и положим его вот в стенку, там все кладут в стенку. Да, да. Так что сегодня у нас тренировочный день, суббота. Завтра. И завтра тоже. Сегодня идем немножко впритык на тренировку. Но самую малость. Потому что раз тренер пришел немножко с опозданием, так что сегодня, скорее всего, мы тоже. Его придется, нам будет подождать его. Инжир продавали. Дедок на капоте. Спросим на обратном пути, если будет стоять еще. Сейчас-то мы торопимся. Курев. Какая-то посудка здесь. Да, посуды. А дальше что? Интересный магазик какой. Сколько посуды. Надо заглянуть Опа, будет на обратном пути. Вешалки. Не вешалка, а какая-то как это? Сушилка. Сушилка? Да. Так, ладно, уже мы почти пришли, вон уже виден. Ну, в общем, недалеко осталось нам до... Да, уже видно зелень. До парка. Да, там. В парке находится тренировочное тут сооружение. О, смотри, какой кот. Кошка. Или кот. Кошка. Котишка. А что один? А 101-шка. Что, Олег от нас туда далеко? Не знаю, что-то он, как будто он не с нами. Да. Специи всякие. Маринованности. Трым-дам-дам. Моцики сколько. Рядом трым-так-так-так. О, пахлава, что-то вкусняшки какие-то продаются. Тортики, глянь. Я ничего есть не хочу, я только покушаю. Ой, это да. Как? Что это? Вот он, парк. Нам сейчас всю дорогу перейти и вон туда, в калитку в эту зайти. Дядя заворачивает, а мы идем. Здесь машин нету, есть моцик, правда. Вон голова. Въезд здесь закрыт в парк. Что-то народу не видать. Наверное, зашли уже. Давайте, весели, ребята. Блин. Если зашли, то это ужасно. Так что шапку снимайте. Нет, скажи, дверь закрыта. Нет, вот еще народ, вот. Еще народ? О, народ еще здесь, да. Значит, наоборот, вы еще раньше всех пришли. Пожарка что-то делает, смотрите здесь.
Сейчас пойду посмотрю, что там происходит. Ладно, значит, мы даже еще пришли рановато. Зашел в магазин, поинтересоваться, сколько стоит. Хотел насчет гитары. У нас там по акции гитары продают. Здесь написано, что вот они испанские, здесь по 870-720 лир в этом магазине. Посмотрим, там по акции их за 240 продают. В принципе, до акции, до конца акции время есть. Можно и прикупить. Единственное, хорошо бы в руках ее подержать, посмотреть на нее. Так она хоть более-менее-то она крепкая. Я не думаю, что они будут ею драться, но на всякий случай, как говорится. Даже сейчас пойду А101 где-нибудь здесь на районе найду и посмотрю, может где-то здесь продается, в руках подержать просто. Так. Вот этой фирмы гитара. Я посмотрел ее в магазине. Блин, купить что ли? Здесь надо посмотреть, где ее делают. Не могу сказать, где она делается, они не знают. Взорвал мозг сотруднику А101. И он мне сказал, что 16-го началась акция с гитарой и до конца месяца будет идти. Так что мы успеваем ее купить, как получим зарплату. Тут еще какой-то магазин интересный. Сейчас я переключу камеру. С посудой. Пойду поглазею. Нам тарелки глубокие пытаемся найти. Но здесь кастрюльки в основном. Ассортимент, конечно, тут большой. Ага, прикольный самовар электрический. Коркмас. Стоит 495 лир. Такой самовар. А, здесь не только, здесь еще и миксеры всякие. Миксеры ручные тоже. Специи и так далее и тому подобное. Чайники такие, смотрите, на газ. Здесь в основном наборы, я гляжу, наборы тарелок. В рассыпок тарелки здесь не продают. Ну, вот эти вазочки какие-то здесь. Нар написано. Нар, армуд и алма. А, в форме гранаты, груши и яблока. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. No Türkçe. No Türkçe, ben yardımcı olayım size. Yes. İki kat. Evet, yardımcı olayım size ben. А, İkinci kat var. самоваров тут полно разных расцветок. Мы все хотели купить. Здесь вот есть ассортимент. 279, 169, 139. Еще какая-то одна цена не видно. О, а здесь что только нету. Вот есть и разноуровневые кастрюли. Может, и танжере здесь есть. Мантоварка для Оли. Наборы ложек продаются в коробочках таких. И вот ценник написан. Разные вот 3 варианта. Все в пластиковых коробочках. И сбоку еще тоже. В рассыпок нет. Салатники квадратные. Интересно. Табак сервис 99, 89, 79, 69. Достаточно дорого получается. А, ложки-вилки, вот они в рассыпок здесь продаются. Ne kadar? Hemen bakıyorum. Canım. Şu 37,5. 37 yani. Ага. Tamam canım, hadi görüşürüz. Sonra akşam konuşuruz. А это суповая, да, ложка? Müsait olduğunda konuşalım. Ну это тоже, наверное, от из... Ну, сусиди.
Ложки, вилки 27-30 лир хотят за 6 штучек. Недешево, надо сказать. Так, я пытаюсь сейчас купить нитки. Хотя я сейчас прошел несколько швейных, швейных, где можно подшить. Кстати, вот опять очередная здесь вот. Они подшивают ковры в первую очередь. Но мне кажется, штаны подшить уж как два пальца им. А это магазин, конечно, Миша раньше не видел его. Он бы сейчас бы тут сказал вай. Не знаю, мне самому вай, прям некоторые часы прям красивые здесь. Я подозреваю, что они большей частью подделки, в интернете можно купить дешевле, но красиво смотрится. И он весь магазин такой вот, чем-то бижутерии всякой, не только часов. Пойду нитки куплю. Магазин есть хозтовары, хозтаж. Пойду там гляну, должно быть теоретически. Остановился автобус вот такой вот фирмы Оскаймак. Написано Анкара, Кония, Мерсина Дана. Вот такие вот рейсовые автобусы тут тоже проходят. Ну, естественно, останавливается на всех остановках, подбирает людей, но это не как рейсовые, это таких на крупных остановках он подбирает и едет. Работает автомойка, машина заехала. Водитель не знаю где. А эта бандурок туда-сюда крутится, моется. А тут еще вот большая такая мечеть. Вон там в стороне. А здесь в обраточку пошло. Не знаю, сколько это стоит, но смотрится интересно. Зашли в Кочташ, новые столы здесь появились на железных ножках. 90 на 60, 159 лир. Ну и то, что было раньше, по-прежнему все продается. Так, мы пришли нитки купить. Сейчас попробуем с помощью жестов и антиматери как-то объясниться, что нам нужно. Всем привет еще раз, друзья. Время у нас уже 2 часа ночи. К нам вечером приходили друзья. Что-то никто камеру даже в руки не брали. Мы с удовольствием поиграли с ними в турецкое домино, попили чай с печенюшками различными. Вот. Я до этого жарила чебуреки, вынесли им тоже чебуреки, угостили. Вот. Не успели мы снять мукбанг, но ничего страшного, чебуреки вон на столе лежат, сейчас покажу вам. Вот, мы попили чаек с друзьями, но чебуреки никто больше не захотел. Друзья покушали дома, мы им выносили. Вот эти чебуреки остались нам на мукбанг. Завтра с утра мы для вас снимем мукбанг. Вот, конечно же, когда я жарила чебуреки, здесь было просто масляный фейерверк. Все было в масле, и на полу было масло. Я, короче, этими кухонными полотенцами одноразовыми все это вычищала. Плиту тоже помыла. Как смогла этим средством сиф. Ну, блин, не знаю, походу оно вообще не очень хорошее. Вот, соседи нам печенюшки тоже выносили. Разные. Орео. Я говорю, это печенюшки Орео. Они нам Орео тоже выносили. А друзья говорят, ты знаешь печенье Орео? Я говорю, конечно. Мы все знаем печенье Орео. Вот. Потом вот такие шоколадные какие-то печеньки. Но это все такие покупные. Я больше люблю, когда нас угощают этими приготовленными нашей подругой печеньками. Они безумно вкусные у нее. Посудомойку проветрить открою. Вот. Время 2 часа ночи, короче, надо спать ложиться, а я что-то есть хочу. Но мукбанг мы уже сегодня не будем снимать, конечно же. Алексей все еще монтирует. У нас окна полностью, да, закрыты, Леш? Да.
Окна полностью закрыты, потому что холодно. Народ уже весь разошелся на улице тоже. Там народу было. Сегодня день доминошек, что ли. Выходной, наверное, да? Поэтому народу много. И все в домино играли. Вот. Все, уже порядок навели. Завтра мы планируем с нашими друзьями готовить на гриле рыбу. Помните, мы покупали рыбу? Я не знаю, мы вам показывали или нет. Что-то в последнее время вообще обленились, и влогов мало стало выпускать, монтировать. Надеюсь, исправиться. Вот. Соседи, когда к нам пришли, они еще меня записали на прививку. Так что сегодня на момент съемки у нас, влоги выходят с сильным запозданием. Я уже, скорее всего, получу прививку. Сегодня на момент съемки у нас суббота. Воскресенье уже только наступило. А записали меня на прививку на понедельник. Вот. Что еще? И еще очень-очень большое желание возникло Мишу перевести в турецкую школу. Друг наш стал говорить, что это невозможно, ему будет очень сложно, потому что не знает языка. А подруга наша стала говорить, что не переживайте, я помогу, я буду с ним делать уроки. Дети легко учат язык, он адаптируется, и все будет хорошо, не переживайте. Я просто чувствую, что ребенок нервный, объем просто колоссальный. Объем работы, да, который нужно ребенку сделать. Вот. Все очень становится так не по-детски, серьезно. Все на нервах, все на нервах, все на нервах. Вот. У нас только в семье самый спокойный Олег. Все остальные, даже, представьте себе, спокойный, которого вывести практически невозможно, Алексей, весь на нервах из-за Мишиной учебы. Короче, мы решили, что есть мысли, это пока еще не точно. Наш друг нас отговаривает, говорит, я вам бесплатные курсы найду, будете мне половину цены платить. Алексей нашел за 500 лир в неделю педагога по турецкому языку. Вот, он будет заниматься на дому в течение 2 часов со всей семьей. Вот, и получается 6 часов в неделю, 500 лир стоит для всей семьи. Мы думаем взять этого турецкого учителя, параллельно отдать Мишу в школу, то есть плюс нам еще подруга поможет с домашними заданиями, то есть получается максимально погрузим ребенка, когда в туркоговорящую среду, то я тоже уверена в том, что он легко и быстро выучит язык. В общем, что из этих мыслей и планов получится в итоге, я не знаю. Алексей уже написал в удаленную эту школу, есть ли возможность вернуть нам денежные средства, потому что мы, попробовав позаниматься, прошло буквально 2 недели сегодня на момент съемки, да? Какое у нас число? 2,5 недели, да, можно сказать, прошло. Вот, мы поняли, что либо что-то произойдет со здоровьем у кого-то из нас, потому что прям все на нервах, вот, либо я не знаю, что должно произойти. Короче, нам тяжело. Мы не рекомендуем удаленную школу для детей, которые неусидчивые, гиперактивные и так далее. Вот. Мысли такие. Пока еще все эти мысли и планы очень-очень-очень сырые. Мы посмотрим, что нам ответит школа по поводу возврата денежных средств, потому что проплатили мы уже на год вперед. Мы вот этот вариант, вот эту версию, как этот вопрос можно разрешить, посмотрим. В понедельник планируем с нашей подругой поехать в турецкую школу, пообщаться с учителем. Что там скажут вообще, если к ним придет русскоговорящий ребенок, не знающий практически ничего по-турецки. В общем, будем посмотреть. Все эти планы и мысли, еще раз повторюсь, очень и очень сырые. Но что из этого получится, вы узнаете чуть позже из наших влогов.
Ну а это видео уже буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.